Всем привет! Сегодня ко мне приехала очень дорогая, но очень интересная посылка. Тут находится устройство, которое позволяет снимать профессиональное видео при помощи смартфона или экшн-камеры. Современные топовые смартфоны снимают очень качественное видео в формате Full HD и даже в формате 4К. Но если видео трясется и нестабильно, то оно не будет выглядеть профессионально. Это устройство называется трехосевой стабилизатор iBird YoPlay. Оно позволяет снимать очень плавное, без малейшей тряски видео с любого смартфона или экшн-камеры. Устройство поставляется в очень качественной белоснежной коробке в защитной пленке. На лицевой стороне изображен сам стабилизатор YoPlay, по бокам наклеены защитные гарантийные пломбы, а на обратной стороне описание устройства и инструкция на английском и китайском языке. В коробке находится сам трехосевой стабилизатор, руководство пользователя на 10 языках, в том числе на русском, 2 комплекта аккумуляторов, оригинальное зарядное устройство на 2 аккумулятора, кабели для зарядки в коробочке и специальный грузик. Давайте рассмотрим стабилизатор YoPlay поближе. Корпус выполнен из высококачественного алюминия, ничего не люфтит и не скрипит. Ручка покрыта приятным на ощупь пластиком. Если честно, я поражен качеством исполнения, и это неудивительно, потому что стабилизатор YoPlay производится на заводе компании Foxconn, а компания Foxconn производит айфоны, смартфоны Meizu, фотоаппараты Canon и другую технику для известных брендов. На корпусе находятся 2 кнопки управления и джойстик, а также 1 светодиод. На торце ручки есть стандартная резьба, которая позволяет установить стабилизатор на штатив или на другой монопод, тем самым удлинить ручку. Тут же находится отсек для аккумуляторов. При их установке обязательно соблюдайте полярность, иначе можно повредить устройство. Аккумуляторы заряжаются при помощи зарядного устройства, которое входит в комплект. Крепление для смартфона раздвигается до 80 мм, что позволяет поместить сюда практически любой смартфон, включая iPhone 6s Plus. Однако, если вы устанавливаете смартфон с диагональю больше 6 дюймов, необходимо прикрутить этот грузик справа от смартфона. Когда грузик не используется, его можно хранить прикрученным на этой части устройства. Края крепления прорезинены, так что ваш телефон не поцарапается и не выпадет отсюда. Для того, чтобы включить стабилизатор, зажимаем левую кнопку на 2 секунды. Загорается и горит, не мигая, красный светодиод. Мы вошли в режим ожидания. Нажимаем еще раз кнопку питания, и стабилизатор начинает работу. Ну все, теперь можно идти или даже бежать в припрыжку, держа в руке этот стабилизатор, и снимать все что угодно. Картинка при этом будет плавной и без рывков. У этого стабилизатора есть 3 режима работы. Первый, который включается по умолчанию. Красный индикатор мигает, как сейчас. Это полуавтоматический режим. В этом режиме при вертикальном движении рукоятки вверх-вниз камера всегда будет смотреть прямо, а при горизонтальном движении рукоятки влево или вправо камера будет плавно двигаться по направлению рукоятки. Джойстик в этом режиме работает так. Нажатие влево-вправо регулирует горизонтальный наклон, а нажатие вверх-вниз отвечает за наклон камеры вверх или вниз. Для перехода во второй режим нужно 2 раза нажать на правую кнопку. Загорается и мигает зеленый светодиод. Это автоматический режим. В этом режиме, как при движении рукоятки вверх-вниз, так и при движении вправо-влево, камера будет всегда плавно следовать за вашим движением. Джойстик в этом режиме откликается только на нажатие вверх-вниз, нажатие влево-вправо не активно. Еще раз дважды нажимаем правую кнопку и переходим в режим блокировки. Индикатор мигает синим цветом, и в этом режиме камера всегда заблокирована в том направлении, в котором она была на момент включения режима, как бы вы ни двигали ручкой. Джойстик работает вверх-вниз, вправо-влево, двигая камеру в этих же направлениях. Если трижды нажать на правую кнопку, то крепление принимает вертикальное положение. Этот режим нужен для установки GoPro или другой экшн-камеры, но я бы посоветовал дополнительно закрепить камеру резинкой, так как она недостаточно крепко держится, как мне показалось. Переключение между режимами можно осуществлять в процессе съемки, и это очень удобно. Также в стабилизаторе есть встроенный Bluetooth, при помощи которого можно соединиться со смартфоном, и тогда вы сможете начинать и останавливать запись, нажимая правую кнопку на ручке стабилизатора. Также есть пульт, который приобретается отдельно. Можно установить стабилизатор на штатив и с расстояния управлять точно так же, как через джойстик на рукоятке.
Чтобы включить или выключить пульт, нужно удержать кнопку 2 секунды. Эта же кнопка запускает и останавливает съемку видео при коротком нажатии. Также отдельно приобретается оригинальный чехол для хранения и переноски стабилизатора. Если пульт может понадобиться не каждому, то чехол купить рекомендуется, так как устройство достаточно дорогое, и я бы не стал экономить на защитном чехле. Тут есть отсек для хранения зарядного устройства с аккумуляторами и грузика, ну и место под сам стабилизатор. Чехол комплектуется ремнем для ношения его на плече. Ну и напоследок нарезка видео, снятых при помощи этого стабилизатора на смартфон и экшн-камеру. Какой же можно сделать вывод? Устройство очень интересное и дает возможность снимать классные и профессионально выглядящие видеоролики при помощи смартфона с хорошей камерой. А если учесть то, что камеры смартфонов постоянно совершенствуются, то это устройство точно не потеряет актуальность в ближайшем будущем. Эта штука отлично подойдет для съемки любительских видеоклипов, репортажей или влогов. По цене стабилизатор iBird находится посередине между самыми дорогими и дешевыми аналогами подобных устройств, а качество этого устройства не вызывает сомнений. В описании под видео я оставлю ссылку на сайт производителя, а также на магазин официального продавца на сайте AliExpress. Всем спасибо за внимание, пока-пока!